покидаю землю, мне пора на небо. В объятия бесподобных золотых я улетаю завтра утром на рассвете, и только света след на небе увидишь ты. Огромен мир, но в мире этом тесно, чудесно между небом и землей. И те, кто не находят в мире места, уходят жить под солнцем и луной. Туда, где стихают грозы, туда, где сияешь ты, туда, где мечты и грезы читают наши мысли с высоты. В качестве музыкального эпиграфа к фильму я использовал песню группы Юпитер «Я покидаю Землю». Во-первых, потому что я являюсь поклонником творчества Вячеслава Геннадьевича Бутусова, а во-вторых, потому что слова песни как нельзя лучше отражают окружающую меня действительность. В ней я покидаю землю китайскую и поднимаюсь с неба, чтобы провести там несколько часов в плену облаков и приземлиться на землю филиппинскую, где меня уже ждут объятия бесподобных золотых, морских волн и песчаных пляжей на райских островах. Что при полном самолете в моем ряду пустует одно место, что, конечно, в лучшую сторону сказывается в комфорте полета. Под шум турбореактивных двигателей Rolls-Royce, разгоняющих самолет по взлетной полосе и запросто поднимающих многотонную машину в воздух, мне вспомнилась одна давняя история, связанная с Филиппинами. Примерно лет 20 назад, когда я еще учился в школе, к нам в город приезжали так называемые филиппинские хиллеры, выдававшие себя за ненародных целителей, выполняющих хирургические операции без использования каких-либо инструментов, путем особых манипуляций рук. Естественно, что деятельность хиллеров не признается современной медициной, и механизм воздействия на пациента полагается аналогичным действию плацебо, а видимое хирургическое проникновение в тело больного и мгновенное заживление места операции является попросту искусной манипуляцией. Однако, что точно не является манипуляцией, так это то, что Филиппины – это уникальное по своей красоте и культуре островное государство, раскинувшееся в Тихом океане. И уже совсем скоро у меня появится возможность познакомиться с ним поближе. В советское время была популярна такая песня. «Ягода малина» называлась. Ягода малина нас к себе манила, ягода малина в гости звала. Вот и меня позвала малина, только не ягода, а столица Филиппин. Полет прошел нормально, и на филиппинскую землю я вступил в отличном расположении духа. Мой хостел находился в пределах 10 километрах от аэропорта, и я решил совершить к нему пеший вояж, попутно знакомясь с Манилой. Поскольку мой путь лежал вдоль оживленной автотрассы, то первое, что бросилось в глаза, был самобытный общественный транспорт. Маршрутки джипни – это культовое транспортное средство, являющееся визитной карточкой Филиппин наряду с боракайскими пляжами. Джипни появились на заре Второй мировой войны, как богатое наследие американских военных баз. Разумеется, что на тот момент они представляли собой обычные военные джипы, которые впоследствии местные жители превратили в настоящее современное искусство на колесах. Интересно, что каждый год в филиппинской столице даже проходит карнавал «Король джипни», на котором главный приз присуждают самому яркому и оригинальному автобусу. Приколите, какие транспортные средства в Маниле. Это нечто похожее на тук-тук, только более чумовое. Это мотоцикл с прикрученной к нему коляской. Полностью handmade. Жесть! Позже мне еще доведется прокатиться по ночным улицам Манилы на этом попелаце, получив хорошую дозу адреналина и незабываемые впечатления. А пока моя пешая прогулка по городу продолжается, и самое время познакомиться с изысками филиппинской кухни. С первых же минут Манила напомнила мне Индию во всех ее проявлениях. Ну а если есть
отрицательные стороны, то обязательно должны быть и положительные. К ним относятся вкусная и дешевая еда. 2 порции супа с лапшой и говядиной обошлись всего 50 русских рублей. Уличная еда в Маниле, как, впрочем, и других населенных пунктах на Филиппинских островах, очень порадовала своими низкими ценами и вкусовой составляющей. Буквально в каждой уличной забегаловке можно найти меню из нескольких видов мяса, рыбы и морепродуктов. А если при этом мило пообщаться с хозяйками заведений, то можно получить скидку и даже бесплатную добавку. Однако с низкими ценами на еду рука об руку идет низкий уровень жизни и низкая социальная ответственность населения перед чистотой окружающей среды. В этом столица Филиппин Манила очень похожа на столицу Индии Дели. На улицах встречается мусор, а городские реки больше похожи на сточные канавы, несущие в своих водах всю таблицу Менделеева. Однако в целом Манила гораздо чище Дели, а ее центр и дорогие районы выглядят опрятно и фешенебельно. И раз уж я вспомнил про Индию, то стоит сказать пару слов о местной детворе. Попрошайки ведут себя очень нагло, и в отличие от индийских ребят, манильские, не получив заветные монетки, посылают тебя на английском далеко и надолго, показывая средний палец. Справедливости ради, скажу, что такое поведение у детей встречалось мне только в Маниле, а в других местах дети были весьма улыбчивы и дружелюбны. Местами Манила точь-в-точь напоминает Индию, и это удручает. Радует одно, что уже завтра на пароме я отправлюсь в путешествие по райским островам, и там ситуация обещает быть намного лучше. Но это будет завтра, а сегодня меня ждет увлекательная прогулка по шумным улицам филиппинской столицы в направлении морского терминала, где я планирую приобрести билет на утренний паром до острова Себу. По ходу движения моему взору то там, то здесь открываются колоритные виды на трущобы Манилы. Глаз радуется буйству ярких красок, замысловатости форм, разнообразию материалов и архитектурных решений, используемых для возведения этих замысловатых жилых конструкций. Рядом с трущобами мирно соседствуют добротные небоскребы, из окон которых открывается веселый вид на пестрые лачуги, рассыпанные вдоль реки, по которой то и дело снуют большие катера и маленькие моторные лодки. Некоторые жители столицы даже не утруждают себя обустройством хоть какого-либо жилья и предпочитают селиться на открытом воздухе, попросту растянув гамак в тени городских деревьев. В центре города раскинулся исторический парк Ризаль, известный также как Лунета парк. Он расположен вдоль бульвара Рохаса, рядом со старыми городскими стенами крепости Интрамурос, и является одним из самых больших городских парков в Азии. Вход в парк венчает мемориал, возведенный в честь национального героя Филиппин Хосе Патрисио Ризаля. Памятник состоит из бронзовой скульптуры и обелиска, установленных на каменном постаменте, под которым погребены останки Хосе Ризаля. Мемориальная доска на пьедестале гласит: «В память о Хосе Ризале, патриоте и мученике, казненном 30 декабря 1896 года». Мой второй день в Маниле и, надеюсь, крайний, начался с посещением пассажирского морского терминала. Поскольку Манила мне очень напоминает многострадальную Индию, и да и по большому счету смотреть в столице нечего, я отправляюсь к райским островам. И первым моим островом будет Себу. We're not allowed to take a picture or video. This is private property. Вот, I not inside. I not inside, outside. It's outside. Over there. It's a boundary. Okay. Ну вот вы видите сами, то есть абсолютно реальная ситуация. Так же, как и в Индии, не дают абсолютно снимать. Это просто капец. Подошел полицейский и говорит: иди-ка ты, парень, куда-нибудь подальше со своими съемками. Ну так вот, завтра я направляюсь на остров Себу, откуда будет у меня еще 2 парома на следующие острова. Надеюсь, там будет меньше полицейских, красивое море, солнце, песок, пальмы и хорошее настроение. Вперед!
После покупки билета на паром я продолжил осмотр достопримечательностей, которых, к слову сказать, в Маниле не так уж и много. Одной из них является форт Сантьяго. Это величественная цитадель, построенная испанским конкистадором Мигелем Лопесом де Легазпи для обороны небольшого на тот момент поселения. Крепостные стены форта Сантьяго помнят историю почти 500-летней давности, являясь самым старым фортификационным сооружением испанской колонии, расположенным в самом сердце Манилы, районе Интрамурос. За свою долгую историю форт пережил немало завоевателей и не раз был разрушен и перестроен. В свое время вход в крепость защищали тяжелые ворота и подъемный мост со сторожевой башней. Но, увы, до наших дней из былого величия мало что сохранилось. Сегодня форт Сантьяго представляет собой музей, ценные экспонаты которого могут поведать немало интересного о славном прошлом страны. Пожалуй, основной и, наверное, единственной достопримечательностью Манилы является крепость Интрамурос, что в переводе означает «город внутри стен». Построенный испанскими конкистадорами еще в XVI веке, крепость успешно отражала набеги неприятеля на протяжении 400 лет. Однако Вторую мировую войну ей пережить так и не удалось. Сегодня крепость – это самый старый район города Манила. Интрамурос – это историческое ядро Манилы, район, где селились семьи испанских завоевателей XVI века. Локацию для города выбрали таким образом, чтобы обеспечить защиту от набегов неприятелей, регулярно испытывающих на прочность оборону Манильского залива. В переводе название территории буквально означает «город внутри стен», что полностью характеризует ее первоначальное назначение – надежная крепость, служившая для охраны новоприобретенных владений. Долгое время столица Филиппин ассоциировалась исключительно с Интрамуросом, и только интенсивное развитие города в 19-20 веках позволило выйти из тени другим районам, отобрав немного славы у испанского анклава. Основатель Манилы Лопес де Легазпи недаром выбрал это место, где река Пасиг впадает в Южно-Китайское море для размещения своих соотечественников. Удобное с точки зрения судоходства расположение обеспечивало устойчивые торговые связи в будущем и свободу навигации. Со временем Интрамурос стал центром распространения католичества на островах. Отсюда началась испанизация и христианизация коренного населения. Основной комплекс сооружений возвели в 17-18 столетиях, но от него практически ничего не осталось после бомбардировок США в 1945 году. Сегодня сохранившиеся памятники колониальной архитектуры района – главные достопримечательности города Манилы. Южнее реки Пасиг стоят крепостные стены. Это все, что осталось от мощных оборонительных укреплений эпохи конкистадоров. В северо-западной части находится одно из самых значительных исторических зданий колониального периода – это форт Сантьяго. Твердыня потемнела от времени во влажном азиатском климате, но все же выглядит как настоящее свидетельство могущества некогда великой морской державы. Напротив расположен кафедральный собор Манилы, отстроенный после бомбежек несколько десятилетий назад. Если взглянуть на Интрамурос с высоты птичьего полета, то взору открывается ухоженная территория, окруженная аккуратными зелеными лужайками, небольшими парками и искусственными озерами, прекрасно подходящая для прогулок и созерцания.
утром третьего дня я приехал в порт, чтобы отправиться в увлекательное морское путешествие по островам Филиппин. Для переправы на остров Себу я решил воспользоваться услугами крупнейшей на Филиппинских островах паромной компании 2Go Travel. Компания принадлежит китайскому правительству и обладает самой внушительной и современной флотилией судов, курсирующих между островами. Все суда компании носят имена католических святых, и мне достался паром Святой Франциск Савье, названный так в честь самого почитаемого на Филиппинах святого мученика, одного из основателей Общества Иисуса, ордена иезуитов. Римская католическая церковь считает Франциска Ксавье самым успешным миссионером за всю историю, обратившим в христианскую веру большее число людей, чем кто бы то ни было, за исключением, быть может, апостола Павла. Tourist 3. Up? Yeah, upstairs. Okay, thank you. Стоимость билета на паром зависит от класса размещения на борту судна и дополнительного перечня услуг. На пароме предусмотрены как огромные залы на несколько десятков человек, так и отдельные каюты. На цену билета также влияет наличие телевизора и кондиционера. Мой выбор пал на тариф «Турист» с размещением в 8-местной каюте, оснащенной телевизором и кондиционером. Тариф включал в себя также трехразовое питание, обед, ужин и завтрак. Поднявшись на борт судна и пристроив рюкзак в каюте, я незамедлительно отправился на исследование корабля, который начал с посещения кают-компании и ресторана, где как раз застал распевку музыкантов, готовящихся к вечерней развлекательной программе.
Приятным сюрпризом стало выступление команды корабля перед его отплытием. Парни устроили настоящее танцевальное шоу, в котором отожгли по полной. Закончив свое выступление, команда разошлась для несения своих суточных вахт, а я поднялся на верхнюю палубу парома, чтобы не пропустить момент отплытия судна. Надо сказать, что это мой первый океанический переход вообще, и на столь внушительном судне в частности, которое по своим размерам приближается к небольшому круизному лайнеру, уступая ему лишь в комфортабельности и перечню доступных развлечений на его борту. Паром благополучно покинул порт Манилы и направился в сторону острова Себу. Меня же ждал ужин и вечернее музыкальное шоу, а после шикарный закат на верхней палубе теплохода. Как же все-таки здорово путешествовать по океану на корабле, поднявшись на верхнюю палубу и подставив ветру разгоряченное лицо и грудь, и часами взглядываясь в морскую даль. It's